Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала вот такой воротник крючком. Никакой привязки к плотности вязания, к пряже, к номеру крючка. Здесь ничего такого не будет. Все зависит от того, какой обхват шеи вы хотите. Это единственное, что вам нужно будет измерить. И то это мы не рассчитываем в сантиметрах, а просто прикладываем цепочку к шеи, да, либо к одежде, на которую хотим носить воротник. Я далее еще расскажу, как сделать замер. В этом видео я подробно покажу, как вязать каждый ряд, каждый компонент вот этого узора. К сожалению, ни текстово, ни схематично схемы не будет, потому что я вязала просто как шло, так и вязала, поэтому постаралась максимально подробно и детально показать вам каждую комбинацию в этом узоре, в каждом ряду. Так как нет никакой привязки к пряже, вы можете использовать абсолютно любую пряжу, которая вам нравится по цвету, по составу, по толщине. Если вы хотите воротник такой более объемный, акцентный, да, чтобы был такой крупный узор, вы можете взять пряжу потолще, да, крючок побольше и просто вязать по этому узору, соблюдая определенное количество петель, да, столбиков в начале, для того, чтобы узор получился. Итак, какого же размера должен быть воротник? На самом деле какого-то определенного устойчивого размера воротника нет. Все зависит от того, да, какую посадку воротника вы хотите. Лично я примеряла просто вот эту цепочку, да, это не цепочка воздушных петель, немножко там другая будет цепочка. Эту цепочку я вязала и примеряла по обхвату шеи, прям плотно, да, чуть ниже к ключицам, обворачивала эту цепочку и смотрела, когда мне хватит. То есть я хотела, чтобы оно плотно к шее лежало. Можно сделать чуть пониже, да, например, там ниже ключиц. Можно отталкиваться от того, на что вы хотите носить этот воротник. Это будет футболка, рубашка, платье или еще что-то. И замерить именно эту цепочку, вот прям прикладывать эту цепочку в том месте, где вы хотите, чтобы у вас лежал воротник. Цепочка у нас должна состоять из нечетного количества звеньев, потому что четное количество у нас пойдет на узор, и одна петля, вот это одно звено у нас пойдет на петлю для того, чтобы застегивать на пуговицу. Я для образца наберу 7 звеньев. В моем воротнике для размера примерно 36-37 сантиметров обхвата шеи я набирала 33 звена. Одно звено идет на петлю для пуговицы и четное количество звеньев для основания воротника. Здесь я оставляю в начале длинную нить для того, чтобы ею потом можно было пришить пуговицу. И цепочку воздушных петель набираю, образуя звенья. Делаю это следующим образом. Первую петлю делаю как обычно и провязываю 3 воздушные петли. Делаю накид и в первую петлю провязываю столбик с накидом. Это первое звено. Следующее звено 3 воздушные. Накид и в первую из этих 3, 1, 2, 3, вот сюда, столбик с накидом. Так формирую еще 4 звена. 6 звеньев провязала и 7-е звено формирую для того, чтобы образовалась вот такая петелька. Для этого делаю 4 воздушные петли. Если у вас пуговица покрупнее, то вы можете набрать побольше воздушных петель. И далее делаю уже 2 накида. Если у вас больше воздушных петель для петли, то делайте больше накидов. И в первую из этих 4 провязываю столбик с 2 накидами. Основание для воротника готово. И переходим на вязание первого ряда. Делаем воздушную петлю для подъема
И поднимаемся по столбику с двумя накидами, соединительными столбиками. Провязываем один столбик, второй и третий. И далее, не делая петель подъема, делаю накид и провязываю в каждое звено под столбик с накидом по 3 столбика с накидом. Следующее звено под столбик с накидом, 3 столбика с накидом. И так вяжу до конца ряда. Провязываю в последнее звено 3 столбика с накидом. Провязали первый ряд. Здесь у нас получилось количество столбиков равное количество звеньев умноженное на 3, да, потому что мы в каждое звено провязывали по 3 столбика. И это такая база для нашего узора. Дальше я уже не буду озвучивать количество столбиков, потому что здесь я опираюсь просто на определенные комбинации, которые провязываются в определенное пространство предыдущего ряда. Поэтому здесь просто следуйте за мной. Самое важное — это добиться количества столбиков в начале, да, если вы набрали четное количество звеньев и провязали в каждое звено по 3, то у вас все прекрасно подойдет для дальнейшего узора. Далее переходим на вязание второго ряда, делаем 3 воздушные петли для подъема, как имитация столбика с накидом, и еще 2 воздушные для образования верхнего края ряда. Переворачиваем. И далее провязываем в первое пространство между столбиками 3, провязываем 2 столбика с накидом, две воздушные и сюда же 2 столбика с накидом. Три воздушные. Одно пространство пропускаем и переходим в следующее. Сюда повторяем такую же комбинацию. 2 столбика с накидом, две воздушные, 2 столбика с накидом, три воздушные между элементами. Одно пространство пропускаем и в следующее повторяем комбинацию. 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. И заканчиваем ряд, делаем 2 воздушные, накид, и в верхнюю горизонтальную первого столбика предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Закончили вязание второго ряда. Переходим на вязание третьего ряда. Делаем 3 воздушные петли как имитация столбика с накидом и 2 воздушные как верхняя часть ряда. Переворачиваем. И здесь провязываем следующим образом. Делаем накид. Находим второй столбик ближе к центру и заводим крючок под этот столбик, да, провязываем рельефный столбик с накидом. Дальше делаем накид и провязываем под воздушные петли пышный столбик через 5 накидов. 1, 2, 3, 4 и 5. Закрываем все петли, кроме последней на крючке, и 2 петли вместе провязываем. Дальше накид и снова делаем рельефный столбик вот с этим столбиком, который ближе к центру. Провязываем столбик с накидом.
Вот такой элемент у нас будет повторяться, да, со всеми столбиками предыдущего ряда. Дальше по цепочку из воздушных петель из 3 мы провязываем столбик с накидом, столбик с 2 накидами, одна воздушная, столбик с 2 накидами сюда же и столбик с накидом. Дальше с столбиками повторяем вот такой же элемент. Делаем накид, со вторым столбиком провязываем рельефный столбик, по цепочку из 2 воздушных петель провязываем пышный столбик через 5 накидов, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли, кроме последней, и 2 петли на крючке вместе. Накид, рельефный столбик с накидом, и под цепочку повторяем вот этот элемент. Столбик с накидом, столбик с 2 накидами, воздушная, столбик с 2 накидами, столбик с накидом. И со столбиками повторяем. Столбик рельефный со вторым столбиком, пышный столбик под цепочку из 2 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все, кроме последней петли, и затем 2 вместе. И рельефный столбик с накидом, 2 воздушные, и провязываем в 3-ю петлю, да, из вот этих воздушных предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом. Провязали 3-й ряд. Так у нас получается, да, это лицевая сторона, это изнаночная. Переходим на вязание 4-го ряда. Делаем 3 воздушные петли для подъема. Одна это имитация столбика без накида, и 2 это верхняя часть ряда. Переворачиваем. И здесь работаем сначала вот с этим элементом и провязываем вот здесь столбик предыдущего ряда, сюда в вершинку этого столбика столбик без накида. Дальше провязываем рельефный столбик с накидом, делаем накид и проходим под пышный столбик, укладываем его на крючок, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Дальше в основание предыдущего столбика с накидом столбик без накида. Дальше переходим к этому элементу, и здесь мы провязываем рельефный столбик с накидом и работаем со вторым, да, вот с этим столбиком с 2 накидами предыдущего ряда. Укладываем его на крючок и провязываем рельефный столбик с накидом. Дальше под вот эту одну воздушную петлю мы провязываем столбик с накидом, столбик с 2 накидами, воздушная, столбик с 2 накидами, столбик с накидом, и далее провязываем рельефный столбик с накидом, да, работаем со столбиком с 2 накидами предыдущего ряда, который ближе к воздушным петлям. Провязываем рельефный столбик с накидом. Дальше переходим снова к элементу с пышным столбиком и сюда в основание, вершинку столбика с накидом предыдущего ряда столбик без накида, накид, рельефный столбик, да, за пышный заходим столбик, столбик с накидом
И верхнюю горизонтальную столбика предыдущего ряда столбик без накида. Снова рельефный столбик с накидом под цепочку из воздушной петли столбик с накидом, столбик с 2 накидами, воздушная, столбик с 2 накидами, столбик с накидом и рельефный столбик под столбик с 2 накидами предыдущего ряда, столбик с накидом. И провязываем опять столбик без накида, накид, рельефный столбик под пышный столбик и столбик без накида. И завершаем ряд, делаем 2 воздушные и во вторую петлю из 5 предыдущих провязываем столбик без накида. Провязали 4-й ряд. Переходим на вязание 5-го ряда. Делаем 4 воздушные петли для подъема. 3 из них это имитация столбика с накидом и 1 воздушная верхняя петля рядом. Далее переходим к элементу, который был провязан около пышного столбика. Это вот столбик без накида, найдите это, рельефный столбик и столбик без накида. В эти вершинки будем провязывать элемент. Делаем накид и провязываем в эти 3 точки 3 столбика с накидом с 1 вершиной. Проходим в первую точку, захватываем рабочую нить, провязываем 2 петли на крючке вместе, да, не полный столбик с накидом, накид, проходим в следующую точку, 2 петли на крючке вместе, накид и в третью точку 2 петли на крючке вместе, затем провязываем 3 петли на крючке вместе и закрываем 2 петли. Дальше воздушная петля и переходим к этому элементу. Здесь мы также будем рельефный столбик провязывать вот в эти столбики, которые ближе к воздушной петле, да, вот этот столбик пропускаем. Делаем накид и провязываем рельефный столбик с накидом. Дальше под воздушную петлю в арку провязываем столбик с накидом, 2 накида, столбик с 2 накидами. И из этого столбика с 2 накидами мы будем формировать широкий столбик. Делаем накид и проходим в стенки этого столбика. Вот сначала в верхнюю часть, вот так. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Накид. В нижнюю часть захватываем рабочую нить, вытягиваем. Накид и проходим под воздушную петлю, да, в арку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. И далее провязываем по 3 петли вместе в 3 приема. 1, 2 и 3. Вот такой широкий столбик у нас появляется здесь уже. Дальше делаем 2 воздушные и отзеркаливаем эти элементы. 2 накида, столбик с 2 накидами, накид и спускаемся вниз по этому столбику. Сначала из верхней части вытягиваем 1, накид, из нижней части 2, накид и под воздушную петлю 3. Закрываем по 3 петли в 3 приема. Накид и столбик с 1 накидом в эту же арку. Дальше накид, рельефный столбик с накидом, воздушная петля и дальше снова переходим вот в эти 3 точки, там где у нас были провязаны столбик без накида, рельефный столбик и столбик без накида. Делаем накид и провязываем сюда 3 столбика с накидом с 1 вершины. Достаем из первой точки, провязываем 2 петли,
накид, и с второй точки провязываем 2 петли, накид, и из третьей точки достаем, провязываем 2 петли, дальше провязываем 3 петли и затем 2, воздушная петля, и здесь повторяем этот элемент. Рельефный столбик с накидом, столбик с накидом в арку, столбик с 2 накидами, и формируем из него широкий столбик. Достаем нити через накид и по 3 закрываем. 2 воздушные, 2 накида, столбик с 2 накидами, накид, и формируем широкий столбик. Накид, столбик с накидом в арку, накид, рельефный столбик, воздушная петля и 3 столбика с накидом с одной вершиной. Три, и затем 2 закрываем. Воздушная петля, накид, и во вторую петлю из вот этих 3 предыдущего ряда воздушных провязываем столбик с накидом. Завершили вязание 5-го ряда. Переходим на вязание 6-го ряда. Я надеюсь, что вы еще не устали. Будет сейчас еще один такой не совсем простой ряд, и 7-й, 8-й ряд уже будут полегче немного. Итак, делаем 1 воздушную петлю для подъема, переворачиваемся, и здесь провязываем рельефные столбики, работаем с первым столбиком из 3, делаем 2 накида, и вот проходим под этот первый столбик, вяжем сюда столбик с 2 накидами рельефный. Далее вот под эту воздушную петлю, да, то есть за вот этим столбиком только что провязанным, мы сюда провяжем 2 столбика с накидом. Далее делаем пико, делаем 3 воздушные петли, проходим в первую и провязываем соединительный столбик. Еще пико можно формировать, провязывая 3 воздушные петли и в первую провязывать столбик без накида. Так получится такой более объемный шарик. Дальше накид, и вот сюда под эту воздушную петлю, да, то есть мы обвязываем вот этот элемент из 3 столбиков с одной вершиной. Сюда проходим, провязываем 2 столбика с накидом. Два накида и провязываем рельефный столбик, да, работаем сначала мы с первым работали, теперь с третьим будем работать столбиком из 3. Вяжем сюда столбик с 2 накидами. Далее поднимаемся к этой части, и здесь мы вяжем рельефный столбик с накидом, проходим под вот этот широкий столбик предыдущего ряда, вяжем столбик с накидом, вот так, и далее 2 столбика с накидом под воздушные петли, два накида, сюда же провязываем столбик с 2 накидами, и 2 столбика с накидом.
накид, рельефный столбик, да, проходим под широкий столбик, с накидом провязываем столбик. И далее повторяем 2 накида, рельефный столбик, да, вот работаем с этими 3, проходим под первый из 3, провязываем столбик с 2 накидами, накид, под вот эту воздушную петлю, вот сюда, в это пространство, провязываем 2 столбика с накидом. Пико формируем, делаем 3 воздушные петли и в первую проходим соединительный столбик, провязываем. Накид, вот сюда, под эту воздушную петлю 2 столбика с накидом, 2 накида и рельефный столбик с 3-м вот этим, да, столбиком. Накид, переходим на верхнюю часть и рельефный столбик с широким столбиком провязываем, столбик с накидом. По цепочку из 2 воздушных петель 2 столбика с накидом, столбик с 2 накидами, 2 столбика с накидом, накид и рельефный столбик с широким столбиком предыдущего ряда, 2 накида, переходим вниз к 3 столбикам, заходим под первый, провязываем рельефный столбик с 2 накидами, накид, за этим провязанным столбиком под цепочку из воздушной петли провязываем 2 столбика с накидом, формируем пико, 3 воздушные петли, в первую провязываем соединительный столбик, накид и вот сюда под эту арку 2 столбика с накидом, два накида, работаем с 3-м столбиком, рельефный столбик с 2 накидами и вот сюда в 3-ю петлю провязываем столбик без накида. Все, завершили вязание 6-го ряда. Я надеюсь, что у вас все получилось. Переходим на вязание 7-го ряда. Сейчас мы с вами отдохнем на этом ряду. Здесь мы вяжем 4 воздушные петли в начале, как имитация столбика с накида, и 1 воздушная петля. Переворачиваем, и здесь мы будем с вами провязывать столбики без накида и воздушные петли. Проходим мы сначала вот наше пико, проходим вот в эту арку под пико, провязываем сюда столбик без накида, делаем 5 воздушных петель и сюда же в эту же арку столбик без накида. 5 воздушных петель и в вершинку вот этой части, в верхнюю часть столбика с 2 накидами, столбик без накида, 5 воздушных, пико, под арку столбик без накида, 5 воздушных, в арку столбик без накида, 5 воздушных и в вершину столбика с 2 накидами предыдущего ряда столбик без накида, 5 воздушных, пико, в арку столбик без накида, 5 воздушных, столбик без накида в арку, 1 воздушная, накид,
Так, и вот сюда в самую крайнюю петлю провязываем столбик с накидом. Все. Завершили вязание 7-го ряда. И переходим на вязание 8-го заключительного ряда. Делаем 4 воздушные петли. Переворачиваем. И под первую цепочку с 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. Под следующую цепочку провязываем 2 столбика с накидом. Пико, 3 воздушные петли в первую соединительный столбик и 2 столбика с накидом в эту же арку. Дальше переходим к следующей цепочке и здесь повторяем этот элемент. Воздушных петель не делаем, сразу накид и провязываем 2 столбика с накидом. Пико, 3 воздушные и соединительный в первый столбик, накид и сюда же 2 столбика с накидом. Дальше воздушная петля, в эту цепочку провязываем столбик без накида, воздушная петля. И под следующие цепочки повторяем вот эти элементы со столбиками с накидом. 2 столбика с накидом, пико, два столбика с накидом, следующая цепочка, 2 столбика с накидом, пико, и 2 столбика с накидом. Воздушная петля под эту цепочку, столбик без накида, воздушная, накид, и во вторую петлю вот этой цепочки из 4 предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Все. На этом узор для воротника готов. И я пришила пуговицу к своему воротнику. Вот такая прелесть получается. Большое вам спасибо за просмотр и внимание. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным. Если вы будете вязать такой воротник, обязательно делитесь фотографиями в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Если вам нравятся мои проекты и мои видео, подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии. И до новых видео. Пока-пока.